Всем привет! Вы на канале Notebook Means Buy, и сегодня у нас на обзоре универсальный ноутбук HP Pavilion 15 CS. В данном обзоре мы расскажем об основных достоинствах и недостатках ноутбука, а также протестируем в тестах производительности и бенчмарках. Обозреваем модификацию ноутбука с матовой IPS матрицей 15,6 дюйма, разрешением 1920 на 1080 и частотой обновления 60 Гц, встроенной видеокартой Intel Graphics 620, процессором Intel Core i5-8250U, двумя накопителями SSD M2 на 128 ГБ и HDD на 1 ТБ, предустановленной операционной системой Windows 10. В отличие от большинства универсальных моделей, ноутбук хоть и выполнен в классическом дизайне, но имеет запоминающийся, утонченный, элегантный внешний вид. Экран с тонкой рамкой держится на двух шарнирах. Корпус изготовлен из пластика и металла, что намекает на некую премиальность. Рельефные решетки радиаторов и скошенные углы только дополняют образ. Верхняя крышка матовая, из пластика под металл с зеркальным логотипом HP, а palmrest также матовый, но уже не из пластика под алюминий, а из настоящего металла. Поверхности не марки, отпечатки пальцев не остаются на элементах корпуса ноутбука. Нижняя часть с 4 большими прорезиненными ножками серого цвета. В ноутбуке HP Pavilion 15 установлена полноразмерная клавиатура с подсветкой и дополнительным цифровым блоком, что особенно порадует бухгалтеров и других специалистов, которые часто работают с цифрами. Кнопка включения вынесена за пределы клавиатуры и находится в левой верхней части ноутбука. Клавиатура приятная при наборе текста с мягким ходом клавиш. Гравировка на клавишах прозрачная, с серой окантовкой, подсветка светло-голубого, почти белого цвета. Тачпад в ноутбуке размером чуть меньше стандартного размера и имеет узкую форму. Не прогибается, но, как нам показалось, имеет недостаточную чувствительность. По габаритным размерам ноутбук довольно небольшой, толщина 1,79 см, вес 1 кг 930 грамм. Блок питания с выходным напряжением 19,5 вольт при силе тока 3,33 ампера с Г-образным штекером, что не всегда удобно. В ноутбуке установлена неплохая IPS матрица диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920 на 1080 и частотой 60 Гц. Матрица матовая, именно матовая, а не с антибликовым покрытием, поэтому не оставляет бликов при попадании световых лучей. Утечек подсветки из-за светов на экране нами не было обнаружено. Углы обзора матрицы ноутбука широкие, при отклонениях дисплея как по горизонтали, так и по вертикали. Изображение не теряет в цвете и контрастности. Для профессиональной работы с графикой данная матовая матрица точно не подойдет. На левом борту ноутбука HP Pavilion 15 находится HDMI разъем, сетевой разъем RJ45 для подключения интернет-кабеля, один Type-C разъем USB 3.2, один комбинированный аудиовыход для микрофона и наушников. С правой стороны ноутбука расположен разъем для подключения блока питания, два разъема USB версии 3.2, слот замка Kensington Lock и картридер. За звук в ноутбуке отвечают два стереодинамика на профессиональной аудиосистеме Beyond Play. Звук не типичный для недорогих ноутбуков, есть и низкие, и высокие частоты, а также объем. Бюджетная встроенная Watt Vision HD веб-камера на 1 мегапиксель с двумя встроенными цифровыми микрофонами подойдут только для семейных видеозвонков и коротких деловых переговоров. За беспроводную передачу данных в ноутбуке отвечают Bluetooth версии 4.2 и Wi-Fi 5 версии. В данной конфигурации ноутбука установлен хороший низковольтный процессор Intel Core i5-8250U на 4 ядра и 8 потоков. Штатная частота процессора 1.6 в режиме турбобуста 3,4 ГГц. В ноутбуке установлено 4 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 одной планкой от Samsung. На материнской плате 2 слота, поэтому для того, чтобы увеличить оперативку, придется докупить одну планку. Максимальный объем оперативной памяти 16 ГБ. В качестве хранилища данных в ноутбуке используется быстрый M2 SSD накопитель объемом 128 ГБ и 2,5-дюймовый HDD объемом 1 ТБ. В ноутбуке встроена в процессор видеокарта Intel Ultra HD Graphics 620. Ноутбук довольно легко разбирается. Следует ответить 3 винта снизу под ножками и 3 винта на торце корпуса с передней стороны. И у вас появляется доступ к системе охлаждения.
Можно заменить модули оперативной памяти и накопители. Протестируем производительность ноутбука и начнем по традиции с AIDA 64. В тесте производительности центрального процессора CPU Queen набираем хороший 23 471 балл. В тесте производительности процессора CPU Z получаем в водопоточном режиме 399 баллов, а в многопоточном 2022. В бенчмарке FarmArk получаем слабые результаты, хотя чего мы хотим от встроенной видеокарты. 1120 баллов при среднем FPS 18, максимально достигнутая температура 70 градусов. В бенчмарке теста CPU Mark получили 6331 балл, что совсем неплохо. В Geekbench 5 версии получили следующие результаты. В однопоточном режиме 925 баллов, а в многопоточном 2879. В программе проверки скорости рендеринга Cinebench 15 процессор набрал 546 баллов, а видеокарта отработала с FPS 80. Протестировали ноутбук Evangin Heaven Benchmark 4 версии на ультра экстремальных настройках. Набрали 587 баллов при среднем FPS 23,3, максимальная 45, минимальная 6,7. Проверили, как ноутбук рендерит 3D-сцены в Blender Benchmark 3,3 и получили результат Blender Score 3684. Тесты SSD и HDD накопителя в программе Crystal Disk Mark показали стандартные результаты как чтения, так и записи. Никаких больших просадок скорости нет. В бенчмарке World of Tanks на ультрамаксимальных настройках трассировки получаем хороший результат и 3651 балл. Итожим, играть в танки можно онлайн на средних настройках графики. На средних настройках нам удалось поиграть и в CSGO, в Dota 2 и GTA 5. В ноутбуке установлен несъемный литий-ионный аккумулятор на 3 ячейки емкостью 3600 мАh, запасом энергии 41 Вт-час. В режиме работы с документами ноутбук продержится без зарядного устройства порядка 7 часов. Подведем итоги. HP Pavilion 15 CS008 UR нашей модификации практически идеальный ноутбук для работы по соотношению цена-качество. Легкий, тонкий и стильный. Любые повседневные задачи по учебе, отдыху и работе будут выполнять на 100%. Ноутбук неплохо рендерит видео, поэтому использовать для работы с графикой его можно, но необходимо подключить внешний монитор. Приятным бонусом станет и реалистичное звучание динамиков, благодаря специальной технологии HP Audio Boost и профессиональной аудиосистеме B&O Play. Из минусов выделим малое количество оперативной памяти, хотя ноутбук легко апгрейдить. Увеличить узлы мы можем под клиента до 16 гигабайт. Также нам субъективно не понравился отклик и чувствительность тачпада. Также в ноутбуке всего два стандартных разъема USB. Нам показалось этого мало. По соотношению цена-качество мы поставили данному ноутбуку 9 баллов из 10. Ноутбук точно стоит своих денег. Всем пока, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, ставьте лайки, а мы постараемся чаще выпускать видеообзоры ноутбуков различных типов.